Я снова ночую в этом доме. Вчера допоздна настолько задержался в этих ущельях. Телефон разрядился полностью. Пришел очень поздно, и то, что я планировал 3 часа там побывать, я там целый день провел. И то, уверен, не все увидел. Вот, поэтому позвонил Валентине, она уехала в город, а ключи мне оставила, попросила разрешения еще переночевать. А у меня 80 километров до Вадл, вот где мне будут ждать ребята. Мне нужно их за 2 дня преодолеть. Я планирую сделать сегодня 30 километров с плюсом, а завтра 50. Это будет очень мощно. Но я рассчитываю завтра на то, что после Дубасарской ГЭС будет течение, и я сделаю это. К сожалению, все мои сумки остались там, в пещерном монастыре. Я не могу себе ничего не сварить, не приготовить. Вот вчера в кафешке купил здесь булочки. Вот. Ну, как кафешка, они только кофе, чай делают. Поэтому ем свои булочки с повидлом, пью воду, собираю вещи, закрываю дом и спускаюсь к монастырю, жду охранника. Он должен прийти в 9 часов, а сейчас в 8. Дом закрыл, ключи отнесу соседке. Спасибо этому дому за радушность, за радушие, за гостеприимство. И отправляюсь дальше. Вещи свои забрал. Это собака, которая охраняла меня. Все, Баргус, пока. Только что, заходя в монастырь, увидел монашку и познакомился. Ее зовут Ксения. Спросил, можно ли попасть на трапезу. Она сказала, уже они покушали, но может быть что-то осталось. Короче, в итоге накормили меня манной кашей, яичница была, помидоры. Еще и с собой дали пакет с помидорами, творог, хлеб, чуть-чуть. Я много просил не давать, потому что у меня вечером будет где покушать. В общем, я сыт, накормлен. И иду, как раз вот вовремя все случилось. Мне не пришлось просто сидеть и ждать. Пока я кушал, пришел Митрофан за ключами. А ключи там у них хранятся. И он спустился уже вниз, я иду к нему. То есть все очень четко получилось. Сейчас 9:30. Ой, за все благодарю. Я внизу, в скальном монастыре, забрал из одной из комнат монастыря свою лодку, вещи, и сейчас вниз, не вверх, потихоньку буду спускать лодку, потом вернусь в вещи, и так буду ходить по чуть-чуть. Я думаю, за час я справлюсь. А сверху наблюдаю вот такую волну. Издалека кажется маленькая, но я знаю, что она довольно приличная. Смотрите, даже видно отсюда, что ветер ровно-ровно встречный. Вот так повезло. Буду упираться сегодня 30 километров маслать. Только начал, уже задолбался. Приходится короткими перебежками ходить. Сначала рюкзак и 2 сумки вниз. Оставляю их, потом возвращаюсь, забираю лодку. Митрофана не стал уже просить. Человек пожилой и не обязан. Вот моя лодка. Сейчас ее на плечо. И чуть-чуть дальше сумок. И так, наверное, раз 10 придется туда-сюда. Ну, выгляжу я бодрячком, правда? Вот, еще здесь сумки, лодка внизу. До воды с каждой минутой все ближе и ближе. Я малость забодался, честно. Вот так вот. Минусы и издержки одиночного похода. Все, дотащил вещи. Единственное, я, конечно, сейчас, наверное, сделаю записи. Моя тетрадь была здесь. Внизу я уже 3 дня ничего не писал. Пока еще помню. А вот у меня тренажер на сегодня, ё-моё. Смотрите, по центру прям волна какая встречная. Там не шутки. Буду ближе к берегу прижиматься. Может быть, за поворотом поменяется немножко ситуация. Но я сегодня почти чемпион по укладыванию. 10:40 на часах. Довольно неплохо, учитывая, что у меня вон там на скале, где-то далеко был каяк с вещами. И только в 9 открывался монастырь. Бывало и хуже, я выходил позже. Встречный ветер так и держится, а у меня впереди 30 километров. Снимать сегодня буду мало.
и фото, и видео. Сегодня у меня будет режим полуспорт, а завтра полный спорт. Сегодня 30, а завтра 50 километров. Немного устал бодаться со встречным ветром, зашел в такую небольшую гавань отдохнуть. И забываю сказать про воду, она 3 дня уже непрозрачная. Если я опускаю весло, смотрите, уже не видно краешка. Вот точно такая же мутная вода, как все время была по Днестру в верхней части до самого Хотина. Вот с Хотина уже река теряла, скажем так, течение, была более стоячая, отстоялась и стала прозрачной. А здесь наоборот, впереди ГЭС, а вода вся мутная. Такое чувство, будто из-за того, что дно не глубокое, действительно часто я упираюсь веслом в дно, то вот сейчас волны поднимают ил со дна. Стал замечать такие вот плавучие домики. Электричество идет с берега, растяжки, чтобы он не уплыл. Ну и солнечные панели для автономности. На часах 13:20, пробег 10 км. Остановился перекусить. Помидоры у меня здесь, то, что ситуация не дала. Хлеб, сыр, вообще вот в тему. Вот, а еще у меня была булочка вот такая и кефир. Вот и все, что нужно для счастья. И вода рядом шумит. Сижу, отдыхаю. Сейчас искупаюсь. Минут 10 посижу. Остается 20 у меня. Нормально. Все по плану. По правую сторону Лопатно. И там виднеется церковь прямо. По левую Жура. И вот здесь интересно, правый берег, можно долго-долго как в Лимане идти по воде, а воды будет по колено. Часто вот далеко от берега ходят цапли, аисты в поисках рыбы. Берега, видите, они сейчас опустились, стали более низкие, правый и левый. Характер меняется реки. Течения вообще нету, встречный ветер целый день валит. Я думаю, он будет до вечера. Тяжело против ветра идти на самом деле. Расход сил огромный. Я-то успею до вечера, но на завтра меньше сил останется. Постоянная борьба с ветром. Если видно в кадре, сотни птиц летают в небе. Что за птица, я не знаю. Шпак, может быть, скворец, которых так не любят садоводы. Они оббивают вишни. Только тихо. И они сейчас летают туда-сюда. Меняют левый берег на правый. И вот прямо сейчас 2 сотни в небе одновременно летят. На левый пошли берег, а только что летели на правый. И там их много-много в этом ивнике. Вот толпа пошла. Смотрите, что делается. Это только та часть, что попадает в кадр. На самом деле их тут, наверное, 1000. Я вдалеке их вижу очень много. На часах 17:10 мне остается буквально 3 километра до села Аксентия. До 6 хочу успеть на базу, это будет прекрасный результат. Помыться бы, в душик,
вещи бы постирать было бы вообще хорошо. На часах 18 практически я уложился до 6. Вот, я уже в абсенте, меня встретил Николай с Людмилой. И вот такой лунтик маленький, смотрите, что в кадре чудо какое. Лунтик, ах ты, живот, жильчик какой. Любит, чтобы мы играли. Все, я на месте, отлично, есть время отдохнуть. Сейчас вещи чуть разберу. Особо не знаю, что снимать, честно устал. Вот, вроде бы дистанция для меня это рабочая 30-ка, но против ветра немножко утомила меня. Эх, ну что, жизнь налаживается. Вот, меня здесь приняли, расположили здесь на первом этаже на диване. Постель постелили. И я уже принял душ, чистый, красивый, а перед этим отдал все вещи в стирку. Завтра мне 50 плюс километров по стоячей воде. Я думаю, я справлюсь, ходила и больше. 80 я точно проходил, но это было в смерть уставшие. Ну, это не 80, это 50. А тут вещи мои, бардак легкий, как всегда, потому что везде что-то по чуть-чуть надо. Здесь тетрадка, я вот заполняю карту свою, не забываю свою обязанность. Прошел сегодня 32 километра. Я стартовал в 10:30, закончил в 5:30. Итого, сколько? 5, 6, 7 часов. За 7 часов долго, но целый день был встречный ветер. А это момент. Не знаю, как ужинать будем, не будем. Я предлагали больше, но я изначально отказался, попросил чаю. Меня угостили чаем с такими пончиками круглыми. И теперь борщ не предлагают. Я и так доволен. Здесь хозяева, муж с женой, Николай и Людмила. Они принимают здесь туристов. Дом у них прямо у воды, очень удобное расположение. Нормальный денек. Фотоаппарат практически не доставал, очень мало фотографировал. Просто греб целый день. Только весло положить, сразу разворачивает, несет назад, и поэтому вот до этого мне везло, что был ветер попутный, я оценил теперь задним числом. Пошел легкий дождь с молнией, я думал на всю ночь, но он буквально 20 минут капнул и закончился. Вот. Особо я не голоден, если не покормят, то на это не претендую. Я благодарен за вот этот теплый кров, за кровлю над головой, что не придется ставить палатку здесь на улице под дождем, в сырости, а в тепле, в уюте. Ну, пожалуй, все. Спокойной ночи. До завтра. Так заканчивается мой, кстати, сегодня 38-й день. 38-й день. Нестор бьет рекорд. Мне еще дней 20 идти. Неужели я буду 60 дней в дороге? Я так долго еще не путешествовал. Спокойной ночи. Доброе утро. Сегодня 39 утро. Я вычислил, посмотрел свой блокнот наконец-то. И я снова провел сегодня в палатке. А дома в гостях у Николая и Людмилы. У них замечательное место, находится прямо в первой линии на Днестре. Лодку не пришлось даже никуда тащить. Просто поднять на берег, и я уже у них в гостях. Вот. Это Днестр. И здесь ступеньки. И получается, поднимаю на 2 метра лодку, я уже оказываюсь на участке. У них такая шикарная беседка. Они также принимают гостей, всех туристов, которые путешествуют на байдарках. И также здесь маршрут велосипедный. Очень красиво. Людмилы там сад сделан, много роз. Там еще беседка с крышей из тростника местного. Камыш, тростник, что-то такое. Вот, я принесу утренний кофе. И у меня посохли мои вещи, которые вчера Людмила любезно постирала. Я здесь шнурок натянул между лодкой. Лодка стояла здесь в беседке. На часах, внимание, 5 утра. 5 с малым, там 5:20. Так рано я еще за 39 дней не вставал. Мне сегодня впереди очень длинный путь, 50 километров, даже там больше, 55 где-то. Поэтому уже я позавтракал, съел борщ, пью кофе, чищу зубы, собираю вещи. Думаю, в 6 я буду на воде. Это самый ранний старт.
Я собрался, время 6:26, и вот меня как моряка провожает Людмила. Спасибо большое за гостеприимство. Да, пожалуйста, будем рады видеть вас еще. Счастливого вам пути, спокойной воды, попутного ветра, хороших встреч, приятных впечатлений. Любуйтесь красотами нашей Молдовы. Прекрасно. Благодарю. Добрый Очень путь вас. красивая страна. Спасибо. А у меня вот такой вот замечательный рассвет. Где-то там солнышко встает, ветра нету. Погода шепчет. Впереди у меня очень длинный переход сегодня. Итак, друзья, 6:40 на часах. Я на воде. Так рано еще не стоял ни разу за все время. Впереди широкая вода, очень большая. Я посмотрел по карте. Настоящее водохранилище. Но я буду резать. Я надеюсь, что ветра не будет. Буду срезать напрямую. Это безопасно, если погода тихая. Поэтому сэкономлю пару километров. Опоясывать правый берег больше не стану. Написал Александру Иванову. Он поможет мне в Дубасарах обнести лодку и тем самым сэкономить мне минимум час. И я написал, что буду там с 10 до 11. Надеюсь, так у меня все получится. Впереди какие-то красоты еще. Не знаю, фотоаппарат приготовил. Конечно же, если очень что-то будет красивое, сфотографирую. Постараюсь где-то еще снять кадр, 2 видео, но в основном буду маслать. Сегодня очень длинный переход, напомню. Все, добрый путь, помчали. За селом Аксентия с правой стороны просто какое-то царство камышей. Они тянутся уже очень длинной полосой, долго, и видно, что они глубоко очень туда входят в берег. Левый берег поднялся, высокий стал. Вообще картина такая, будто я уже гребу по озеру. Камыши часто на озерах, на реках с течением их нету. А здесь течение, ясное дело, что отсутствует. Оно настолько мало, что практически его не ощущается. Доброе утро. Здорово. Я возле вас пройду, чтобы там не цеплять. Да-да. Можно ваш улов посмотреть? Красивую рыбу поймали. Я путешествую по Днестру, снимаю фильм. Это карась у вас, да? А? Карась? Карась, да. О, хороший. Сколько там? Грамм 700, наверное? Где-то так. Прекрасно. Здорово. Ладно, хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Только что при мне рыбак поймал карася такого грамм на 700. Я на видео снял. Ну вот, познакомились, я бросил пару фраз, откуда я. Где я тебя грушами угощу? Смотрите, какие груши красивые. А? Класс. Вот еще 2 груши. Круто. Это же я позавчера думал или вчера о том, что я ем мало фруктов и мне нужны яблоки. Ну, есть груши, это тоже хорошо. Я буду сейчас погребать, вот мимо постоянно рыбаков нужно будет дальше взять. У них такие, как это, донка называется, на удочке далеко забрасывается в реку с приманкой, крючок, наживка. И получается вдоль воды такая полоска лески, нужно будет брать чуть дальше. Хотел срезать, но не хочу будоражить всех, поэтому отхожу от берега. Вот я рядышком, до метров 10. До того берега далеко, метров 300 уже. Вот, но зато красивый вид открывается впереди.
Неплохо я срезаю, правда? Левый берег Приднестровья. А я у них по самым бокам. Здесь просто поворот уходит влево, и мне невыгодно по внешнему радиусу чесать. Это будет крюк в километр. А так напрямую срезал и порядок. Вон там по прямой я уже вижу ГЭС в Дубосарах. 9 километров. А по правую сторону у меня очередные вот такие пещеры сверху. Пещер на Днестре, наверное, столько же, сколько и водопадов. Слушайте, у меня сейчас будет огромная проблема. Видите, стена дождя сзади валит. Уж свезло, так свезло. Сейчас на берег выйду, пережду. А тем временем вот она, ГЭС Дубосар, вот она, прямо передо мной. Я сделал это, последняя ГЭС на моем пути. Из препятствий впереди только граница. Мне нужно где-то вправо причаливать, ждать там Александра. В принципе, я успеваю. Все, видео прекращаю. У меня есть 5 минут, пока этот дождь не застал. Там, правда, ливень просто будет. Да, ну что ж, ладно. Я уже стою на земле, на правом берегу. Снимал с воды Дубосары, ГЭС было видно. А это Александр. И он мне помог, еще поможет обвести вот здесь совсем недалеко. Сколько? Метров 500? Да, где-то так. Метров 500 обнести вот это ГЭС. И чем очень сильно сэкономит мое время свободное, смогу дольше поспать. Сегодня мне нужно еще готовить материал журналистам и т.д. и т.п. Все, долго не буду что снимать, потому что там сзади случай идет. По-моему, сейчас маленькая стихия застанет. Слушайте, друзья, как вовремя я оказался с Александром в машине. Мы переждали здесь дождь. Смотрите, все в лужах. Получается, это все буквально за 5 минут произошло. Какая-то компактная стихия. Прошла, полила, все и уехала. Если бы чуть-чуть раньше я бы был мокрый. И было бы обидно, потому что дождя по сути не было. Он прошел за 5 минут. Мы сейчас погрузим мою лодку наверх машины. Вот есть багажник. У меня там веревочка легкая. И нужно подъехать буквально метров 300-400 вот туда, где автомобиль едет. Слушайте, ну я чуть не проскочил, чуть так не лоханулся, честно, проехать ГЭС в Дубосарах просто и не посмотреть его, это же дичь дикая. Короче, мы сейчас решили пройти немножко, я же, конечно, на КПП не буду заходить, но поближе, чтобы показать вам, как выглядит последняя ГЭС на Днестре. Ну вот теперь смотрите моими глазами. Зеркало воды, по моим ощущениям, издалека казалось метров 30-40, но вот я ближе подхожу, то такого перепада здесь нет. Я думаю, здесь метров около 15, не больше. Это левая сторона до ГЭС, а это уже ниже. И я с этой точки вижу, что там есть уже течение после ГЭС. Острова снова начинаются. Снова Днестр похож на реку. И я этому очень рад. Все, счастливо, до встречи. Ну что, друзья, на часах 12, а я уже на другой стороне ГЭС. Вот оно позади меня, это Дубосары ГЭС. Вот так оно выглядит. Воды совсем мало сливается. Я посмотрел, только с той стороны немножко течение, но у меня есть попутный ветер, и в любом случае у меня будет течение, потому что река не широкая, видите, противоположный берег, а это мой правый. Река здесь метров 200, 150-200 шириной, а вверху там вообще, мне казалось, до километра, наверное, уже было. Снова птицы появились, острова, вот первый остров у меня на пути. Так что все, снова
Нестор ожил, я рад за него, честно. Я рад за него, рад за себя, что снова река будет похожа на реку. Каким-никаким, но течением до самого лимана, я думаю, течение будет, может быть и слабое, но будет, потому что теперь его не будет подбирать ГЭС. Все, добрый путь. У меня остается еще километров 25-30. Сразу за Дубасары ГЭС появилось очень много чаек. Это только малая часть тех, что я снял. И еще вода стала прозрачная. Вот как была. Ой-ой-ой, подождите, у меня проблемки сейчас будут, смотрите. Прям на камне меня несет. Да, это издержки того, что я вот раз пишу не экшен камерой, а телефоном. Так вот, вода прозрачная, как я сказал. Смотрите, это дно, камни, ракушки видно. Все ГЭС забирают воду ниже верхнего уровня. И, соответственно, перед ГЭС вода отстаивается. Кстати, да, руку опустил в воду, она немножко прохладнее, но не так резко, как вот Нижнеднестровская ГЭС. Помните, я делал фотографию, где весло опускал в воду полностью. Давайте сделаем то же самое. Смотрите. Класс. Люблю, когда такая вода прозрачная. Ну, конечно, я упираюсь в дно. Здесь нет такой глубины. Может, там дальше, но я не хочу на левый берег идти. Со временем вроде бы у меня с запасом. Есть течение небольшое. А еще, как видите, начался дождик. Ну, деваться некуда. Буду мокнуть. Ничего страшного. Спрячу все вещи, спрячу фотоаппарат. И буду грести. Эх, вспоминаются слова моего отчима. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Фольклор у него был знатный, а у меня вот здесь дождь начался. И прямо на меня туча прет, и там молнии бьют впереди. Мощный фронт, однозначно, надолго. Дождь нужен этой земле. И лишь одному мне он не нужен. Столько одному. Так что я не учет. Да. Придется помокнуть, либо ждать, но ждать нет смысла, если он на весь день. Пусть поливает, наверное, меня. По центру вижу какое-то строение. Видно, там был мост. Осталась свая. А еще, да, это Гром. А еще впереди вижу наклонный мост. Помните, как в селе Устечка, Червоногород? И местные говорили, что это самый длинный мост Европы, но... возможно, этот тоже не очень-то меньше. Я спрятался под этим кустиком. Предлагаю вам послушать блюз во время дождя. Ой, знаете, что вам скажу? Похолодало, однако. И позади реки, откуда я пришел, там начинает светлеть. Дождь заканчивается. Но впереди, по прогнозу, еще дождь будет в ближайшие 2 часа. Но, наверное, погребу, потому что я реально замерз под этим кустом. Он немножко прикрывал, но все равно же оно с листьев стекает. И все на меня. И я начал подмерзать. Поэтому веслом пойду сейчас греться. Шляпа вся мокрая. Не особо я укрылся. Но все же поменьше, чем на реке. Очередной мост. Налево Дубасары, направо Кривуляны. Очень-очень мелко здесь смотрю. И боюсь, чтобы там мне ничего не зацепить. Каких-то старых свай. Хотя их не должно быть, наверное, потому что смотрите, что вообще прям 10-20 сантиметров воды. Надеюсь, я пройду под этим мостом аккуратно. Тоже уклонный мост. Левая часть ниже намного, правая выше. Вот. И что еще? Ну и дождь вроде бы перестает.
Вот это круто. Сколько бакланов. Сидят, молча, даже не выдают себя. Их здесь не то что сотни, а их тут 1000. Они там остальные в деревьях сидят. Вот они по чуть-чуть взлетают. Вот это да! Столько бакланов, наверное, я еще не видел. Ё-моё! Это какой-то бакланий заповедник. Вот это да! Слушайте. По левую сторону село Кашница. А по Днестру снова пошли такие вот острова. И воды так мало. Смотрите. 40 сантиметров. Что часто я даже цепляю дом. Будто это и не средняя часть Днестра вовсе, а верхняя. На чужую территорию неохота заходить, иду по правой стороне. Фух, слушайте, Днестр что не перестает удивлять. Я от берега метров 15 и на мель сел. Вы можете такое представить? Сесть на мель. Блин. Короче, впредь буду держаться только центра, потому что здесь нечего ловить. Причем скорость была, хоть бы лодку не порезал. Вроде течь никакая не пошла. Обалдеть. Судоходство на Днестре когда-то было. Это факт. Вот стоит на берегу баржа. Интересно, когда она последний раз трудилась на этой реке. Упочивает. Да. БП-251. Ну, здесь прям музей какой-то старой техники. Вот этот первый катер вообще уникальный, мне кажется, послевоенный еще. А это паромная переправа, скорее всего. Непонятно, что они тут делают. Неужели на ту сторону была переправа, сейчас и следа не осталось? Может быть, лебедки еще пооставались. Имя ей Икель. Вы посмотрите, это просто несчастный ручей. Причем несчастный ручей жижи какой-то. Надеюсь, вам видно, да? Какой цвет мутный идет, глинистый. Да уж, как Днестр вообще не пересыхает. В него практически реки не впадают. Ну дела, конечно, глазам не верю. Это Днестр с
Спустя 1000 километров. Смотрите, какой он узкий. Основное русло. Это не карман никакой, это не рукав, вернее. Вот правый берег 30 метров. И левый берег 30 метров. 60 метров река. Я практически прибыл в Вадулуй воды. Мне остается буквально 3 километра вот за тем мостом. За поворотом где-то база. У меня точка есть, буду позже смотреть в интернете. Погода окончательно выровнялась, солнышко, тихо, ветра нету. И течение, собственно, практически тоже очень-очень медленное. Мост близ Вадулуй воды. На часах 18:40. В принципе, у меня все по плану. Может быть, чуть-чуть позже буду, чем в 7 часов, но тем не менее засветло. Дистанция будет общая больше 50 километров за сегодня. Фух, други мои, 19:10, я на месте. Тут баржа у меня сзади. И вот я причалил, мне 50 метров наверх подняться, найти Владимира Ивановича, это отец Алексея. Ну, подняться это не проблема. Лодкой, как быть, ее не брошу. Буду так само сейчас частями носить. Вещи, лодка, вещи, лодка. Так, ну что, это Владимир Иванович, отец Алексея. Если бы не он, я бы, конечно, лодку потащил. И вот я уже нахожусь на базе, наконец-то, в надежных руках. Тут уже любовью, вниманием окружили, душ, накормить, в общем, все. Можно уже расслабиться. 50 километров. 100%. Да, 50 километров рубанул, наверное, за сегодня, а так 7. Молодец, молодец. В общем, в общем, постоящий 25 и 25 по стечениям, но все равно немножко устал. Все, на сегодня отдыхаю. Сейчас отдыхай. Да.